Салют, people! С вами Human, и как всегда приготовил глоточек вкусной и полезной информации. Да, это оно. Ну что, друзья, вчера у нас был с вами день красных, а вот сегодня будет день синих. Но с той лишь разницей, что вчера информация была кайфовая, а сегодня мы посмотрим, как Intel ставила палки в колеса AMD и как в итоге ее прижал суд на штраф более чем $1 миллиард. Потом мы с вами посмотрим на проблемы с драйверами в тех же видеокартах Arc Intel. Ну а под конец покажу вам некоторые результаты уже непосредственно этих видеокарт в определенных играх. А там я скажу вам результаты, ну такое. Но тем не менее, погнали. Воу, а что случилось, спросите вы? Неужели Intel заплатит более чем $1,2 миллиарда за антиконкурентное поведение к AMD? Чего там случилось-то вообще? Европейская комиссия подала апелляцию, которая непосредственно влияет на суд, который в свое время снял все обвинения с Intel еще в 2022 году в январе, ну то есть не так уж и давно. То есть снял все обвинения с Intel. Если вы вдруг вообще не в курсе, чего происходит, то давайте я введу вас в экскурс дела. Некоторое время назад, это по большому счету уже многие годы, Intel внегласно сказала своим партнерам, особенно в частности по ноутбукам, чтобы те, ну скажем так, использовали центральные процессоры от синих, от Intel, а не от AMD. По данным той же Европейской комиссии, которая вот подала, собственно, апелляцию с угода AMD, Intel, во-первых, обещал большие бонусы для тех компаний, которые будут использовать центральный процессор от Intel. Ну, туда входили HP, Lenovo, Dell и, возможно, ряд других. Ну, вы понимаете, да, что в частности это у нас ноутов касается. В то же время большой ритейлер Media Saturn Holdings также получил знатные бонусы от Intel, тогда, когда ему сказали: слушай, давай ты будешь сборочки ПК, уже именно сборочки ПК, делать так, чтобы там были центральные процессоры от Intel. И вот буквально недавно, в январе месяце 2022 года, общий суд, ну это так называется организация, снял таки с Intel, скажем так, все обвинения, которые были непосредственно от AMD к ним. То есть технически сняты были обвинения, которые были ранее, до апелляции. А здесь интересные даты. Сам суд постановил, что все вот эти вот моменты заморочки были с Intel и AMD с 2002 по 2007 год, и на этом все. Ну вот якобы окей, там нет нарушений, мы снимаем все проблемы. Но здесь есть нюанс. AMD начинала жалобы еще в 2000 году, то есть 22 года назад. Повторно она повторяла, извините за тавтологию, в 2003 году. Ну, само собой, Intel тогда никому ничего не платила, и даже больше. И в 2012 году, 12 лет спустя, она обжаловала все эти претензии от AMD. А теперь вообразите, вся эта движуха длится минимум 10 лет. Ну, если мы с вами берем период с 2014 года, когда Intel пыталась обжаловать все это дело, мол, нету проблемы, а если есть, то скостить хотя бы какую-то сумму. Но, к сожалению, их послали в далекий пеший поход и сказали, никакого снятия не будет. Сам же запрос отклонил общий суд Европейского суда, название организации. То есть, грубо говоря, началась вся проблема еще с 2000-х. Были апелляции одни, с одной стороны, апелляции с другой стороны, и вот вроде бы как сейчас, в 2022 году, у AMD все шансы получить компенсацию более чем $1 миллиард. Посмотрим. А на этом проблемы у Intel не кончаются. Если они влипли по деньгам, то у них не меньше проблем сейчас и с их видеокартами Intel Arc. И нет, я уже говорю даже не за переносы полугодовые, когда мы ждали хотя бы каких-то видеокарт еще в декабре 2021 году. Сейчас, на секундочку, что у нас, апрель. И мы ждем уже с переносом на Intel видеокарты, так здесь вопрос уже к драйверам. Ходить далеко не будем, сразу вам озвучу и зафиксируем, что недавно вышел драйвер версии 30.0.101.13.30, и вот там есть вопросики. В целом вы должны понимать, что это уже второй выход драйверов от Intel для их карт Arc. Но давайте сначала о хорошем. Будем честны, что Intel уже поправила ряд ошибок, в частности в конкретных проектах. Как минимум, знаю, они озвучили 12 игр. Ну, это касалось там и мерцания, и зависания, и вылетов, ну и так далее. Даже с текстурами проблемы были. Давайте конкретно. Total War Saga Troya и еще игра Rust. Множество ошибок и вылетов из игры. Ну, то есть тупо игра закрывалась. Если мы берем с вами пятую GTA и вторую Dota, частые статеры и фризы. Ну, то есть играете и картинка дергается. А на Рака Blade Point вообще страдал от проблем с текстурами. То они могли не прогрузиться, то что-то еще. Ну, то есть играть вообще невозможно. Но вот уже после фикса, все-таки, если мы говорим за API, особенно DirectX 12, во множестве игр произошли хорошие изменения. А если говорить конкретнее, то у нас Horizon Zero Dawn, Shadow of the Tomb Raider, Strange Brigade, Borderlands 3 и Diablo 2 Resurrected. Более того, пофиксили проблемы не только в играх, но и в рабочих программах, таких
такие как Topaz Labs Video Enchants AI и Adobe Lightroom. Но это что касается хороших новостей, есть и не очень. По большому счету Intel уже выписали там список конкретных там игр, программ и позиций, где есть проблемы. Технически они в принципе остаются теми же, что и были в тех же играх и в тех же программах. Но их много. Опять же, это касается и вылетов, и отображения неверных текстур. Но технически даже это будет мелочи, и вы скажете, да как так? У них даже с их фирменным софтом есть проблемы. То есть они бывают такого типа, что вот вы берете ноутбук, пытаетесь что-то установить, там какой-то, не знаю, какой-то софт, а он не установится. Так что по факту работы там еще прорва. И это на фоне того, что уже был официальный анонс и продажи ноутбуков с видеокартами ARC. Я не представляю, сколько там еще придется им потрудиться, попыхтеть. Ну, конечно, да, можно сказать, что мы с вами это уже обсуждали, что попробуй найди еще эти ноутбуки, кроме как в Южной Корее. Но факт остается фактом. Ну и дабы не быть голословным, в сеть уже появились результаты тестов игр, которые происходят на ноутбуках на видеокартах Intel Arc. Но если мы говорим в целом, то показатели неплохие, но вот FPS средний очень не очень. Тот же LoL и Overwatch выдает нам от 70 до 100 кадров в секунду на 1080p. Все бы ничего, но это на минималках. А вот PUBG это отдельная история. Если среди вас есть олдфаги, которые еще ранее видели, как я делаю анализ непосредственно тех или иных видеокарт, сравнивая друг с другом, сравнивая их в разных играх, то, ну, ряд видеокарт статерили в PUBG очень и очень. Тут, конечно, наверное, можно было отнести оптимизацию именно PUBG, потому что там, ну, не очень. Но уже как бы прошло немало времени, год или два. Поэтому здесь вопрос уже ближе к Intel. Тут смысл в том, что с видеокартой происходят чудеса. Она может загружаться на 70%, а может на 39%. И вот такие скачки происходят во время всего теста игры. Это говорит о том, что оптимизация не очень. Но если посмотреть на более требовательные игры по типу Forza Horizon 5 или Call of Duty Cold War, то тут уж весь набор. И статеры, и FPS ниже 30 кадров, и убогая графика из-за минимальных настройках, ну в общем, весь набор. А в ряде других игр вообще вылазили артефакты, так что по большому счету, если Intel сейчас это все не исправит хотя бы к июню месяцу, ну желательно, то боюсь, что вот этот третий старт, он будет неудачный, как и предыдущие два. Более того, мне даже кажется, что когда мы недавно с вами говорили о новых видеокартах китайских, они там еще сырые и так далее, но они уже демонстрировали, как играется в LoL на тоже небольших настройках, но их ресурсы и ресурсы Intel разные вещи, то есть такое ощущение, что у них перспективы либо одинаковые, либо даже у Китая побольше. Причем те карты демонстрировали хорошую работу еще и в рабочих программах. Плюс там у Intel еще и проблемы с деформацией крышек касаемо центральных процессоров Alder Lake, ну об этом я уже вам говорить сегодня не буду, а то как кажется, как будто мы демонизируем эту всю компанию, но факты остаются фактами. Так что пока что так. Посмотрим, что они сделают, справятся ли. Ну а с вами был, как всегда, Human. На сегодня у меня все. И, как всегда, кайфовой вам игры.